Всем привет, с вами Оля, вы на канале Шитье Мое, и мы продолжаем с вами тему простого кроя. Сегодня я покажу, как с нуля построить брючки с умеренной свободой. Талия на резинке, без бокового шва, и легкое будет у нас заужение по низу штанин. Конечно, заужение можно не делать, можно штанины сделать совершенно прямыми, совершенно ровными. Итак, мы с вами должны знать некоторые наши данные. Ну, во-первых, обхват бедер. Во-вторых, мы должны знать высоту сидения. Ну и длину изделия. Немного расскажу о том, как снять эти мерки. Длина брючек снимается от боковой линии. Я прошу прощения, я сижу, потому что немножко приболела, у меня болит спина. От именно боковой линии, от линии талии вниз мы измеряем длину брючек. Лучше возьмите с запасом, лучше лишнее срезать, чем нам не хватит. Далее, боковую, то есть высоту сидения мы измеряем точно так же от линии талии по боковой линии, сидя на ровной твердой поверхности. И измеряем как раз до этой поверхности. Вот это вот расстояние, и будет у нас высота сидения. Ну и обхват бедер, наверное, всем понятно, да? Мы измеряем обхват бедер в самом широком его месте. Либо, если у нас нет ярко выраженных, допустим, ягодиц, ярко выраженных бедер, то вы можете измерить вот так, обхватив сантиметровой лентой свои бедра и покрутить вниз-вверх. То есть вот где у вас остановится ваша, то есть покажу сейчас наглядно, вот так вот мы с вами измеряем бедра. И если вы точно не знаете, где у вас высота бедра, вы вот так просто вниз, вверх прокручиваете, и там, где у вас остановилась вот эта меточка и будет ваш обхват бедер. Итак, я думаю, что все понятно. Для начала мы с вами прорисовываем прямую линию по верху, отложили от нижней линии. Допустим, я сейчас вот так возьму, вот она будет у меня линия низа. Так, не карандашик, а маркер сразу беру. Вот так прорисовали линию низа. От нее отложили вверх длину наших брючек. Еще раз говорю, лучше отложить с запасом. Дальше от этой линии вниз мы с вами должны отложить высоту сидения с прибавками на свободу. То есть вот в этом месте у нас тоже должна быть свобода. Я для себя откладываю обычно, то есть добавляю 3-4 сантиметра. При примерке всегда можно убрать вот здесь лишний сантиметр. Поэтому я сейчас откладываю 30, то есть у меня высота сиденье 26 сантиметров, я прибавляю 4, лучше больше, чем меньше, и провожу вот так параллельную линию верхней. Край листа это у меня будет начало чертежа, здесь и здесь одинаково. У меня не хватает ширины кальки, и приклеивать, к сожалению, я не хочу, неохота мне сегодня. Значит, смотрите, от края листа я откладываю 1/10 обхвата бедер. Ну, приблизительно. Если, допустим, у меня обхват бедер 98, я округляю, делаю не 9,8, а откладываю 10. 10 откладываю здесь и 10 откладываю здесь. Дальше, от этой точки, так, мы ее можем сразу вот так эти точки прорисовать, соединить. Это у нас будет вспомогательная линия, поэтому я ее прорисую вот так пунктирными. Дальше от этой линии вот сюда мы с вами откладываем обхват бедер с прибавками, деленное на 2. Ну, для таких брючек я обычно беру 10 сантиметров. Можно 8, можно 12. Можно, конечно, и больше, но это уже будет не умеренная свобода, а уже больше к свободным достаточно брючкам. Значит, если у меня обхват бедер 98 сантиметров, я прибавляю 10, получаю 108. И делю пополам, получаю 54. Значит, от этой линии вот сюда у меня должно быть 54 сантиметра. Я повторяю, здесь у меня не хватает ширины, но вы откладываете то, что у вас получилось. Дальше, то же самое мы откладываем поверху, ну, для контроля, да, и проводим точно так же пунктирную линию, пока вспомогательную. От этой точки, от этой линии
вот сюда мы с вами откладываем 1/20 обхвата бедер. Вот как раз вот у меня здесь и остается. Но это 1/20 обхвата бедер, это у нас, сразу скажу, это для стандартных фигур. Когда вы уже будете на себя примерять изделие, то есть когда вы будете примерять, уже сметаете и сделаете первую примерку, вы поймете, убрать вам тут еще или оставить. Вот несмотря на то, что у меня есть животик, обычно я отсюда еще убираю 1 сантиметр. Ну как, не отсюда убираю 1 сантиметр, а убираю обычно сверху. Но предварительно линию талии по переду я опускаю для себя на 5 сантиметров. Есть фигуры, которым нужно опускать на 3, на 4 сантиметра. У меня это 5 сантиметров. Есть фигуры, у которых нужно опустить аж на 6 сантиметров. То есть здесь опять же при примерке сначала вы можете этого не делать, вы можете оставить линию прямой, и когда вы будете примерять свои брючки, вы поймете, что вот здесь слишком много, что вот так вот прям на живот, под грудь закатывается, да, вот эта линия талии. Поэтому, ну, я себя знаю, поэтому я сразу отмеряю здесь 5 сантиметров и провожу вот так совершенно прямую линию. Здесь идет вот сюда, к этому уголочку, а здесь идет вот сюда. Вот здесь у меня получился непрямой угол, и здесь получился непрямой угол. Поэтому обычно я от угла вот сюда откладываю 3 сантиметра. Ну, можно 2, 2,5, 3 сантиметра, да, от угла вот по этой линии сюда. Вот эту линию я делю на 3 равные части. Опять же, не равные, а приблизительно. Вот, ну, у меня получается 10, 20, вот эта точка не нужна, а вот эта точка нам нужна. От этой точки до этой точки мы делаем вот такую вогнутую линию. Для таких брючек свободных, таких легких, вальяжных, не обязательно здесь высчитывать прям вот досконально все тютелька в тютельку. Теперь я соединяю вот эту точку и вот эту точку прямой линией. И вот эта линия у меня получится уже все. Шов по спинке. Здесь у меня получается приблизительно, ну, максимально прямой угол. Дальше. Что касается вот этой части, если у вас разница между обхватом талии и обхватом бедер небольшая, тогда я советую вот эту линию продлить дальше. Чуть-чуть дальше. Вот так приложить линеечку и найти прямой угол. То есть, смотрите, нам, во-первых, нужно, опять же, эту линию разделить на 3, и вот 1/3 от низа, от нижней линии, да. Так будет понятнее, да. Я веду вот так по этой линии вниз, пока не упираюсь вот к этой точке. Я думаю, что вам, конечно, будет не видно, но я сейчас прорисую и покажу. Вот здесь прямой угол, мы с вами отсюда дошли до сюда, то есть вот этот угол у нас прямой. Дальше мы здесь уже делаем вот такое легкое скругление. Опять же, здесь не обязательно четко все высчитывать для такого кроя. Этот способ применяем, если у вас, допустим, разница между обхватом бедер и обхватом талии не слишком большая. Если у вас большая разница между обхватом талии и обхватом бедер, то тогда делаем наоборот. Я от этой линии откладываю вот сюда 1-1,5 сантиметра. То есть я забираю ширину, то есть по обхвату талии. И здесь я уже вывожу более такую вот сюда. То есть она должна быть логичная линия, да, плавненькая, ровненькая. То есть я показала сейчас разницу между небольшой разницей и большой разницы между обхватом талии и обхватом бедер. Что касается верха, я объяснила, я надеюсь, всем все понятно. Для разных фигур, то есть я показала, ну, пару вариантов, по крайней мере, показала, да, для разных фигур. Что касается линии низа, смотрите, от паха вниз идет прямая линия здесь и прямая линия там. И это может быть уже готовая брючина. Вы можете сделать так, можете сделать немного заужения, можете сделать большое заужение. Здесь у нас получится такая умеренная свобода, а к низу вы можете делать все, что угодно. Допустим, я сделаю умеренное заужение по низу. От края вот здесь я откладываю 6 сантиметров, по спинке, по задней половинке мы откладываем чуть больше. Ну, давайте я отложу 8 сантиметров. И вот это у меня будет совершенно легкое заужение. Так, сейчас я проведу прямую линию.
сюда соединяю, никаких изгибов здесь не делаю, просто прямая линия. И эти линии, эти брючки тоже будут правильными. Вы, кстати, можете себе сшить при таком крое верха, вы можете себе сшить разные брючины внизу. Одни брючки прямые совершенно, вторые брючки слегка зауженные, третьи брючки еще более зауженные. Но не забывайте, что здесь есть свобода 10 сантиметров. Здесь тоже должна быть свобода. По обхвату колена, по низу тоже должна быть свобода. То есть их заужать сильно не рекомендуется. Я имею в виду именно такие брючки. Что еще можно сделать? Можно вот эти линии не делать, вот здесь не делать заужение. А я сейчас вырежу полностью вверх, низ оставлю ровным. Я сейчас его прорисую, чтобы было понятно, да, что все-таки это линия нашего шагового шва. Прорисую, чтобы он был виден здесь и здесь. Совершенно прямые брючки. Вырезаю. Итак, я вырезала. Здесь у нас к обхвату бедер плюс 10 сантиметров. Вот здесь. Так, я думаю, что этого достаточно на умеренную свободу. Но что мы можем сделать еще по низу? Кто-то захочет заузить штанину, кто-то захочет сделать прямую, а кто-то захочет, я сейчас вот так встану с другой стороны, кто-то захочет наоборот сделать еще более расклешенные к низу брючки. Можно назвать эти брючки брюки-юбка, юбка-брюки или просто брюки-клеш. Сейчас тоже в интернете их очень много, разнообразных. Вот так до линии талии дорезаю. Линию талии оставляю на месте, потому что здесь достаточно прибавки. Здесь нам больше не нужно расширение. А вот нижнюю часть брючек можно расширить, как вам вздумается. Мне мой стол не позволит много расширить. Я как бы не хочу, чтобы у меня все это свисало. Поэтому, ну, приблизительно я расширяю на 5 сантиметров. Вот так подготовила кусочки кальки. Приблизительно раздвигаю на 5 сантиметров. Именно по линии низа. Так, сейчас я приклею одну сторону. И вторую сторону приблизительно на 5 сантиметров раздвигаю. Ну, опять же, вы же будете раздвигать настолько, насколько вам захочется. Это может быть и 10 сантиметров, и даже 20 сантиметров. Это будет просто невероятные юбка-брюки. Макси-юбка-брюки, да. Кстати, насчет макси вы можете и длину этой юбки тоже укоротить. То есть здесь вы тоже можете поиграть. Захотели, сделали чуть выше, захотели, оставили так. Ну и третью часть, третий разрез я тоже раздвигаю приблизительно на 5 сантиметров. И вот что у меня получается. Одни и те же брючки, то есть одна и та же выкройка, а сколько можно сделать разного, да, сколько можно придумать фасонов с одной и той же выкройки. И получается, что сегодня я вам показала целых 3 варианта брючек. Это брючки с таким верхом, то есть с умеренной свободой по верху, без бокового шва, резиночка на талии, прямые брюки снизу, либо зауженные брюки снизу, либо наоборот расклешенные к низу брючки. Почему бы и нет? Регулируйте высоту, то есть длину брючек своих. Вы можете сделать чуть выше, вы можете оставить такими, вы можете сделать еще ниже, допустим, чтобы по полу болтали. Сейчас тоже такое носят. В общем, я надеюсь, что это видео было для вас полезно, понятно и интересно. И на сегодня я заканчиваю. Дождитесь следующее видео. Я думаю, что будет еще интереснее. На сегодня всем пока.